Мне, пожалуйста. Это я смеюсь не из-за поднятой кофты, это я еще счастливая, что могу делать фотографии вне дома. Всем привет, с вами Лена Шейдлина. И пока в мире бушует страшная эпидемия, нам с вами нужно научиться максимально находиться дома, чаще мыть руки, надевать маски, расслабиться, саморазвиваться и смотреть видео, например, мое. Тайна фотографии снимается около месяца, и за это время у меня произошло столько изменений, того, что я сделала, где я летала, что я сидела на карантине. Именно эти дела отразились в моих обложках-фотографиях. Да, у меня инстаграм-дневник, у меня такой странный лайфстайл, что в своих фотографиях я отражаю период либо мгновение, которое я почувствовала. Я анализировала, насколько важно мне общение и что для меня настоящая близость. Вообще, почему я решила взять метафору со змеей? На самом деле предательство — это самый мой большой страх. Фотографию мы делали в оживленном кафе. Мне важно было подчеркнуть атмосферу с чашечкой чая. Но не волнуйтесь, люди в обморок не падали и змея не пострадала. Сейчас у меня нету ни одного дня, когда я не рисую, но когда я только начинала, мне было даже страшно воплощать свои задумки и тем более их показывать. Самое сложное — это то, что я самоучка, и я в ответе была только за себя. Но эмоциональная поддержка близких, публикация в интернете дала мне решимость идти за руку с моим творчеством. Kotex запустил проект «Вместе мы можем все» на краудфандинговой платформе planeta.ru, и ее цель — поддержать женские инициативы. Важна ценность поддержки, тем более в интернете. Я вдохновилась проектом и в его поддержку создала фотоработу с эксклюзивной сережкой. Метафора женской дружбы, женской силы и воли. Я женщина. Даже тень, она моя, в прямом смысле и в определении женского рода. Ты тоже можешь реализовать свои идеи в рамках этого проекта и получить поддержку единомышленников. Проект может быть любым. Творческим, социальным, благотворительным, предпринимательским. Среди всех проектов Kotex выберет лучшие и проспонсирует их. Если собственного проекта у тебя еще нет, то смело поддерживай других участниц, вдохновляясь их инициативой. Ты можешь рассказать о них в социальных сетях, рассказать о проекте в сторис, отмечая участницы Kotex. Можно поддержать финансово, любой суммой через безопасную систему платежей на planeta.ru. Вся подробная информация о проекте с Kotex «Вместе можем все» по ссылке в описании. На карантине, помимо рисунка, я стала больше заниматься спортом. Теперь я довольна своим телом, но дополнительно я стала практиковать разные сложные стойки, растяжку. И однажды вечером, когда у меня была пижамная вечеринка, одна из стоек меня так вдохновила, что мы решили сделать фотографию. Это так интересно, что пока ты не взял карандаш, ты даже не знаешь, что у тебя может получиться. У меня сейчас появился скетчбук с моими идеями. До этого я очень редко зарисовывала задумки, но сейчас любую мысль я не записываю, а именно зарисовываю. Смотри, какие сережки. Вот так это будет на моем лице. Вот так. Ну, получше бы немножко. Поднимай пока. Попробуй. Женя. Обработка этой фотографии — это поиск лучшего ракурса. И мне нужно фотографии не подать виду, что когда чашка разливается. До и после — это два разных снимка. И тут просто нужно было решить, что хочешь опубликовать. Жене нравится до, а мне после. А что нравится тебе? Напиши в комментариях. Как только я начала рисовать, то я стала получать множество сообщений, что «Лена, сними, как ты рисуешь». Я решила объединить два формата, показать, как я рисую масляную картину и как я ее воплощаю потом в фотографии. Запомните, что в рисунке главное удобство. В бутылечек из набора для путешествий я наливаю пенин. Как ученый. Это разбавитель для масла. Я использую крышечки от кефира, а не масленку. Ставлю их под наклоном
и осадок от краски уходит вниз, и верх разбавителя остается чище. Мне нравится щетина, потому что она создает эффект бархатного холста. Также, когда я добавляю к щетине разбавитель, то я могу убрать лишнюю краску, создавая новые световые пятна. А еще щетиной очень удобно рисовать волосы. Я использую, мне кажется, пальцы лучше кистей, создавая плавные переходы. Главное вытирать руки и проверять, каким пальцем ты размазываешь, потому что можно оставить грязь. Тебе не нужно ничего прорисовывать, просто закрасить холст. И два. В рисунке главное удобство. Держатель кисточек и палитра, покрытая 3 слоями лака, чтобы дерево не впитывало краску и было легче ее чистить после рисунка. Когда ты закрашиваешь холст, важно взгляд держать размытым, чтобы видеть только цветные пятна, и детали тебя точно не будут отвлекать и не напугают. В рисунке всегда есть 3 этапа. Подмалевок, нету белого холста, наращивание, когда ты углубляешь тени, добавляешь белила в самые светлые места. И третье, самое любимое, это прорисовка. Выбираем, что находится на переднем плане, и кисточкой-единичкой начинаем прорисовывать. Вообще мой рисунок занял около 2 дней, но эту картину можно еще рисовать очень долго. Я решила остановиться на этом результате и приступить наконец к созданию фотографии. Глаза игрушек, клей-пистолет и мужская рубашка – это мой набор для воплощения этой фотографии. Собрав каркас тела из картона, надев линзы раньше времени, я даже попробовала записать свой повседневный макияж, совершенно не видя, что у меня получается. Из-за этого, мне кажется, получилось не очень. Вообще ничего не вижу. Потому что, мне кажется, я вся в пятнышку. Обрабатывая фотографию, я увеличила радужку глаз для похожести картины, дорисовала слепые глаза и цветокоррекцией подчеркнула изгибы рубашки. Я так долго рассказываю мою историю, что меня уже настигло солнышко. Хоть что-то хорошее в этот карантин случается, что каждый день солнышко светит. Я как кошка. Ну так, более серьезно. Мои любимые съемки всегда связаны с Олей. В этот раз она создала мне картину, из которой я буду выбираться в реальный мир. К сожалению, процесс работы не был заснят, но можно создать более легкую версию из картона, проволоки и текстурного акрила. Кошачья пауза. Эй-эй! Это кринжово. Фотографии я обрабатываю либо на маке или на вакуум-планшете. Эта фотография без планшета не обошлась. Я дорисовывала блики и убирала шероховатости краски. Короче говоря, получала максимальное удовольствие. Дорогой зритель, дорогой друг, дорогой любимый человек, спасибо за просмотр этого видео. А с вами была Серега Шейдер. Пока-пока. Где? Вон там. Лепестки, и мы сложили 3 метра на 1,4, и просто получается нам нужно раз угол и второй угол. Перед публикацией видео решила добавить фотографию, которую сделала буквально за день до этого. А в России эпидемия выходит на новый уровень и становится действительно страшно. А это специальный Это гафер. Это удлинитель гибкий для унитаза. Гафер.
Нет, потому что сюда мы сейчас попытаемся одеть перчатки, а потом прикрепим нашу. Я очень хочу попросить вас поверить, что это серьезно. Сейчас нужно быть максимально внимательными и осторожными. Мир вашему дому.